Тема «Век революции» или «Эпоха революции». Век революции или эпоха революции – это период, в течение которого в большинстве стран Европы и Америки произошел ряд значительных революционных движений. Начиная с конца XVIII века и до середины XIX века, период был отмечен переходом от абсолютных монархий к представительным правительствам с конституцией и созданием национальных государств. Под влиянием новых идей эпохи Просвещения, эпоха Просвещения – одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм, про рационализм есть видео на канале, я оставлю ссылку, и свобода мысли. Американская революция, про американскую революцию есть видео на канале, я оставлю ссылку, обычно считается отправной точкой данного периода. Осуществление американской революции вдохновило французов на то, чтобы осуществить французскую революцию. Про французскую революцию есть видео на канале, я оставлю ссылку, которая быстро распространилась на остальную Европу. В 1799 году Наполеон пришел к власти во Франции, можете обратить внимание, про Наполеона есть видео на канале, я оставлю ссылку, и продолжил вести французские революционные войны, завоевал большую часть континентальной Европы. Хотя Наполеон предоставил своим завоеванным территориям несколько современных концепций, таких как равенство перед законом, гражданский кодекс, его военная оккупация спровоцировала национальные восстания, особенно в Испании и Германии. После поражения Наполеона настало время для проведения Венского конгресса. Про Венский конгресс есть видео на канале, я оставлю ссылку. Европейские державы заключили Священный союз. Священный союз – консервативный союз России, Пруссии и Австрии, созданный с целью поддержания установленного на Венском конгрессе международного порядка. По сути, это было попыткой предотвратить будущие революции. В дальнейшем Испания была значительно ослаблена наполеоновскими войнами и не могла контролировать свои американские колонии, почти все из которых провозгласили свою независимость между 1810 и 1820 годами. Затем революция распространилась на Южную Европу в 1820 году. В континентальной Европе произошли две революционные волны в 1830-х и в 1848 годах. Демократические требования революционеров часто сливались с движениями за независимость или национальное объединение, как, например, в Италии, Германии, Польше, Венгрии и так далее. На канале есть видео про промышленную революцию или промышленный переворот, я оставлю ссылку. Промышленная революция была переходом к новым производственным процессам в период примерно с 1760 по 1820-40 годы. Это ознаменовало собой важный поворотный момент в истории, который повлиял почти на каждый аспект повседневной жизни. Средние доходы и численность населения начали демонстрировать устойчивый рост. Это привело к быстрому расширению городов и к социальным напряжениям и беспорядкам. Например, экономические проблемы, связанные с индустриализацией, способствовали более поздним революциям, таким как те, которые произошли в 1848 году. Появились новые социальные классы, которые начали отвергать ортодоксальную политику. Колоний стали независимыми от Британии благодаря американской революции. После заявления о независимости настал момент для разработки Конституции США, которая включала ряд оригинальных особенностей в рамках системы разделения властей и системы сдержек и противовесов.
Гаитянская революция была периодом радикальных социальных и политических потрясений во Франции с 1789 года по 1799 год, которые оказали глубокое влияние на французскую современную историю, ознаменовав упадок могущественных монархий и церквей и подъем демократии и национализма. Народное недовольство привилегиями, которыми пользовались духовенство и аристократия, росло в условиях экономического кризиса, последовавшего за двумя дорогостоящими войнами и годами неурожаю, что вызывало мотивацию для требования перемен. Они были сформулированы в терминах идеалов просвещения и послужили причиной созыва Генеральных Штатов в мае 1789 года. Ускоряющим событием стало то, что король обнародовал, что французское государство было по сути банкротом, и из-за этого он созвал Генеральные Штаты для пополнения государственной казны. Централизация монархической власти, то есть королевского абсолютизма, начиная с Людовика XIII в 1614 году и вплоть до королевского двора в Версале, привела к эффекту снежного кома. Было чувство дискриминации среди дворян, которое само по себе было двигателем революции. Как утверждает Иэн Дэвидсон, французское общество, как и другие страны большей части Западной Европы, переживало колоссальную трансформацию. Интеллектуальное просвещение, включавшее Монтескье, про Монтескье есть видео на канале, я оставлю ссылку, Вольтера, Баха, Моцарта, Исаака Ньютона и Адама Смита, было верхушкой огромных перемен, которые происходили во всем обществе. Гаитянская революция была восстанием рабов, кульминацией которого стала ликвидация там рабства и основание Республики Гаити. Гаити стала первым независимым государством в Латинской Америке. Гаитянская революция считается самым успешным восстанием рабов, когда-либо случившимся и определяющим моментом в истории как Европы, так и Америки. Восстание началось с восстания африканских рабов в августе 1791 года. Гаитянская революция закончилась поражением французов. Гаити стала независимым государством 1 января 1704 года. Треть французской внешней торговли и доходов поступала с гаитянских сахарных и кофейных плантаций. Во время французской революции остров игнорировал, что позволило восстанию добиться некоторых первоначальных успехов. Однако после того, как Наполеон стал первым консулом Франции, он направил войска для подавления восстания. Война была известна жестокостью с обеих сторон и обширной партизанской войной. Французские войска не проявляли милосердия, поскольку они сражались с темнокожими людьми, которые не считались достойными противниками для французской армии. Французская армия страдала от серьезных вспышек болезни, а гаитяне или гаитийцы были недостаточно вооружены. Высшие руководители обеих сторон были убиты, а лидер гаитян-гаитийцев умер в плену. В 1798 году в Ирландии вспыхнуло восстание против британского правления в надежде создать независимую Ирландскую республику. Восстание было инициировано Обществом объединенных ирландцев и возглавлялось Вольфом Тоном. Восстание было вызвано сочетанием факторов, в том числе ирландским национализмом, новостями об успехе французской революции и негодованием по поводу введенных в Великобритании уголовных законов, которые дискриминировали католиков и пресвитериан в Ирландии. Восстание потерпело неудачу и привело к акту об унии.
Октябрьская революция была национальным восстанием, приведшим к конституционным изменениям в Сербии, которые произошли между 1804 и 1835 годами, в ходе которых территория превратилась из османской провинции в мятежную территорию, конституционную монархию и, наконец, современное сербское государство. Латинская Америка переживала революции за независимость, войну за независимость испанских колоний в Америке в начале XIX века, в ходе которых были отделены колонии от Испании и Португалии, были созданы новые нации, движения, как правило, возглавляли богатые граждане-креолы, занимавшие высокие посты у власти, но все еще плохо уважаемые европейцами. Например, Симон Боливар или Симон Боливар, латиноамериканский государственный, политический и военный деятель, наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке, национальный герой Венесуэлы, генерал, освободил от испанского господства Венесуэлу, Колумбию, Панаму, Эквадор в 1819-30-х годах. Президент Великой Колумбии в 1824 году освободил Перу и стал во главе образованной на территории Верхнего Перу республики Боливия, названной в его честь. Национальным конгрессом Венесуэлы провозглашен освободителем. Другой важной фигурой был Хосе де Сан-Мартин, один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке 1810-1826 годы. Национальный герой Аргентины возглавлял первое правительство Перу. Греция в начале 1800-х годов находилась под властью Османской империи. Конфликт начался с серии восстаний, начавшихся в 1821 году. Османская империя направила войска для подавления восстаний. К 1827 году войска из России, Великобритании и Франции вступили в конфликт, помогая грекам изгнать войска Османской империи. В дальнейшем Греция была признана свободной страной в мае 1832 года. Революции 1820-х годов были серии революционных восстаний. Революции 1820-х годов включали революции в Испании, Португалии, Италии, Греции и восстание декабристов в России. Про восстание декабристов есть видео на канале, я оставлю ссылку. На канале есть видео про испанскую революцию «Свободное трехлетие», я оставлю ссылку. Испанский генерал, либеральный политик Рафаэль дель Риего и Нуньес возглавил большую часть испанской армии во время мятежа, требуя восстановления либеральной конституции 1812 года. Король Фердинанд VII согласился, но тайно обратился за помощью к системе Конгресса Венская система международных отношений, система Европейского концерта, которая на Веронском конгрессе 1822 года согласилась, чтобы Франция направила 100 тысяч солдат. Они быстро разгромили силы Рафаэля де Риего и Нуньеса, и была восстановлена абсолютная монархия. Этот период был известен как «Свободное трехлетие».
На канале есть видео про португальскую революцию, я оставлю ссылку. Португальская революция 1820 года, революция, прошедшая в Португалии в августе-сентябре 1820 года после военного восстания в Лиссабоне и Порту. К причинам революции относится внутриполитический кризис, который был связан с ослаблением королевской власти в период наполеоновских войн. Еще с 1807 года португальский король Жоан находился в Бразилии, португальская колония, а фактическим регентом стал командующий португальскими войсками британский лорд Уильям Берресфорд. Восстание декабристов 1725 года. Офицеры русской армии возглавили около 3000 солдат, отвергнув вступление императора Николая I на престол, поскольку старший брат Николая Константин отрекся от престола. Поскольку эти события произошли в декабре, повстанцы стали известны как декабристы. Революционная волна в Европе, которая произошла в 1830-х годах, включала в себя две национальные революции – Бельгийскую революцию и Июльскую революцию. Также были революции в царстве Польском, в Португалии, в Швейцарии, и за ней последовала другая, гораздо более сильная волна революции, известная как революция 1848-49 годов «Весна народов». Июльская революция – это восстание в июле 1730 года во Франции, приведшее к свержению Карла X и возведению на престол его кузена, фактически дальнего родственника Луи Филиппа, герцога Орлеанского. Она знаменовала переход от одной конституционной монархии, реставрацию Бурбонов, к другой, июльской монархии, переход власти от дома Бурбонов к его младшей ветви, Орлеанскому дому, торжество принципа народного суверенитета над принципом божественного права короля, а также установление либерального режима. В смысле внешнеполитическом революция означала сильный удар по принципам консервативного Священного Союза. Причиной революции послужила консервативная политика короля Карла X, высшей целью которого было восстановление старого порядка, который был до французской революции 1789 года. В ходе революции сторонники Бурбонов назывались легитимистами, а сторонники Луи Филиппа – орлеанистами. В долгосрочном плане июльская революция укрепила либеральные демократические устремления во всей Европе. По мере того, как король Луи Филипп все больше удалялся от своих либеральных истоков и начал примыкать к Священному Союзу, это привело в 1848 году к новой либеральной революции во Франции, так называемой февральской революции, в результате которой была провозглашена Вторая Республика, как и июльская революция. Она также привела к восстаниям и попыткам переворотов по всей Европе. На канале есть видео про Бельгийскую революцию. Я оставлю ссылку. Бельгийская революция – конфликт 1830 года, приведший к отделению южных провинций от Объединенного Королевства Нидерландов и возникновению независимого королевства Бельгии. К 1830 году революционные настроения в пользу единой Италии начали возрождаться, и серия восстаний заложила основу для создания единой нации, единого государства на итальянском полуострове. На канале есть видео про польское ноябрьское восстание, русско-польскую войну, я оставлю ссылку. Произошло неудачное ноябрьское восстание против российского русского царя. Восстание началось 29 ноября 1830 года в Варшаве, когда восстали молодые польские офицеры. Вскоре к ним присоединились широкие слои польского общества. Несмотря на некоторые успехи, восстание в конечном итоге было подавлено численно превосходящей российской императорской армией под командованием Ивана Паскевича. Царь Николай I постановил, что отныне Польша является неотъемлемой частью России, а Варшава не более чем военным гарнизоном, и ее университет был закрыт. На канале есть видео про Техасскую революцию, я оставлю ссылку. Техасская революция – это столкновение между Мексикой и Техасом, итогом которого стало превращение Техаса в независимую республику.
революции 1848-49 годов, весна народов, общее наименование революционных движений, выразившееся в форме неповиновения власти, вооруженных восстаний, декларирования новой государственности в европейских странах в середине XIX века. Вспыхнувшие сразу в нескольких государствах, движения носили национально-освободительный характер. Участники выступлений декларировали требования демократизации общественной жизни. В зависимости от местных условий они также выдвигали лозунги национального объединения Германия, Италия или выделения из существовавших государств Венгрия и Польша. Катализаторами общеевропейской революции стали выступления 12 января 1848 года на Сицилии и революция во Франции. Хотя в основном революции были быстро подавлены, они оказали существенное влияние на дальнейшие политические процессы в Европе. Волнения охватили Францию, итальянские, Сардинию, Неаполь и германские государства, а также Австрию, в которой активизировались национальные движения итальянцев, венгров, хорватов и румын. В Вене вспыхнуло вооруженное восстание, в ходе которого был расстрелян известный немецкий политик Роберт Блюм. Про Роберта Блюма есть видео на канале, я оставлю ссылку. Восстание Тайпинов, продолжавшееся с 1850 по 1864 год, было восстанием, которое велось против империи Цин, династии Цин в Китае, и его основными причинами были религиозные убеждения, а не регионально-экономические условия. Силы Тайпинов возглавляла культовая группа, которую самопровозглашенный пророк Хун Сюцюань, лидер тайпинского восстания и провозглашенного тайпинами небесного государства Великого Благоденствия, назвал обществом поклонения Богу. В 1853 году они захватили город Нанкин и на 10 лет оккупировали его. Город был столицей королевства Тайпинов. В дальнейшем силам Тайпинов не удалось свергнуть династию Цин. Их восстание было окончательно подавлено в 1864 году. Погибло более 20 миллионов человек. Можете обратить внимание, на канале есть видео про восстание Сипаев, я оставлю ссылку. Восстание Сипаев 1857 года было крупным, но в конечном счете неудачным восстанием против правления британской Остинской компании. Восстание положило конец власти британской Остинской компании и привело к ее замене прямым правлением английской короны, британский радж. Восстание оставило большой след в культуре и общественном сознании. Болгарский национализм возник, когда Болгария находилась под властью Османской империи. В конце 18 и начале 19 века под влиянием западных идей, такие как либерализм и национализм, которые просочились в страну после французской революции. В 1869 году была создана внутренняя революционная организация. Апрельское восстание 1876 года, апрельское восстание, национально-освободительное восстание в Болгарии 1876 года, жестоко подавленное турецкими войсками, привело в дальнейшем к освобождению Болгарии в 1878 году. Освобождение Болгарии – это восстановление независимости Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877-78 году. Парижское
Парижская коммуна – революционное социалистическое правительство, захватившее власть в Париже с 18 марта по 28 мая 1871 года. Во время франко-прусской войны Париж защищала Национальная гвардия Франции, среди солдат рос радикализм. В марте 1871 года, во время установления Третьей Французской республики, солдаты Национальной гвардии Франции захватили контроль над городом, 18 марта убили 2 генералов французской армии, а затем отказались признать власть французского правительства, вместо этого попытавшись создать независимое правительство. Коммуна управляла Парижем в течение 2 месяцев, проводя политику, направленную на прогрессивную антирелигиозную систему, включая отделение церкви от государства, самоуправление, отмену детского труда и право работников возглавлять предприятия, покинутые владельцем. Феминистские, социалистические, коммунистические и анархистские течения играли важную роль в коммуне. Коммуна была подавлена французской армией во время майской кровавой недели, начавшейся 21 мая 1871 года. Архиепископ Жорж Дарбуа и около 100 заложников были расстреляны коммуной в последние дни. Подтверждено, что от 6 тысяч до 7 тысяч человек парижской коммуны были убиты в бою или казнены вскоре после этого, хотя по некоторым неподтвержденным оценкам их число достигает 20 тысяч. 43 522 человека парижской коммуны были взяты в плен, в том числе 1054 женщины. Более половины были быстро освобождены, 15 тысяч человек были привлечены к суду, 13,5 тысяч были признаны виновными, 95 человек были приговорены к смертной казни, 251 человек к принудительным работам и 1169 человек к депортации. Тысячи других членов коммуны, включая нескольких лидеров, бежали за границу, в основном в Англию, Бельгию и Швейцарию. Все заключенные ссыльные были помилованы в 1880 году и вернулись домой.